Привет, мои дорогие девочки, мои сестрички. Мы погадаем сейчас на такую тему, прогноз на лето 2026 года и просто посмотрим лето, что ждет летом, на что обратить внимание. Мы будем гадать на 4 варианта, в зависимости от того пути, который вы выбираете, какое лето ждет. Может быть, надо будет подкорректировать свои планы на это лето. Давайте вот так общий расклад сделаем. Первая, вторая, третья, четвертая карта. Что тебя ждет этим летом 2026 года? Примерно, девочки, направление, там что по работе, что по отдыху, может быть, по новым знакомствам, может быть, по старым еще пройдемся. В общем, все, что будет идти, давайте глянем. Что тебя ждет этим летом? Прогноз. Ну что, мои дорогие, выбирайте. Выбирайте свою карту и поехали. Итак, смотрим первый вариант. Что тебя ждет этим летом? Девочки, деньги. Первое, то, что прям вам выпало, это выпала карта денежек. То есть, хотите вы или не хотите, к вам идут денежки. Ловите их. Они идут в основном, я даже скажу вам от кого. Когда выпадает эта карта, это в основном от людей в возрасте, от людей, которые старше вас, вот на них обращайте внимание. Императрица, вам многое, что будет удаваться. А благодаря чему? Благодаря вашему характеру. Смотрите, денежки идут от людей в возрасте. Вот то, кто вас старше, это мужчины и женщины, все, кто угодно может быть. Вот когда они будут хотеть вам, вот знаете, дать денежку, да, поблагодарить вас, например, за что-то, какие-то услуги, возможно, возвращение долгов. Ну, короче, денежка к вам будет идти. Дальше вы выпали императрицей и луна, девочки. Это два старших аркана. Это говорит о том, что вы получите какое-то признание, которое должно было к вам прийти. Или, вот знаете, такое вот признание, оно трогательное до слез, я бы даже сказала. То, что вы, например, были незрелые, созреете, вы в своих глазах, вы по-другому будете смотреть на людей. Это уже будет немножко свысока, так вниз вы будете смотреть. Знаете почему? Потому что вам вот вам будет говорить: а ну да, она была права, а ну да, она как говорила, так у нее и получилось. Или то, что вы задумали, оно все равно сбудется. Благодаря вот этой вот луне, которая идет. Смотрите, вроде бы лето — это время солнца, но у вас это время луны, вашей женской луны. Она вас возведет на пьедестал. Вы будете очень много, знаете, знать о том, что происходило, что будет происходить. Вы такая, знаете, с даром ясновидения здесь идете. Это будут какие-то вещи сны. В то же время вы, когда будете смотреть в глаза других людей, которые вам что-то были должны, где у вас были невыясненные отношения, вы на них будете так вот смотреть и прям все понимать. И все понимать. Да? Все точки над «и» вы этим летом расставите. Ну, давайте еще посмотрим, что вас еще интересного ждет этим летом. Король мечей выпадает. С чем он придет к тебе? Король жезлов. С чем они придут к тебе? Но, девочки, к вам идут действительно два мужчины. Король мечей или король жезлов. Это какой-то кудрявый и темный, да? Один будет темный такой, с прямыми волосами. И второй это такой вот, знаете, кудрявый. Или он склонен к кудрявости какой-то. Один зеленоглазый, другой кареглазый. Или пиковый, может быть, с голубыми глазами. Но очень контрастный. Либо сам по себе, там, например, очень бледная кожа и черные волосы, да? Вот прям как Эма. Или, например, это даже может быть в каких-то моментах 1% из 100, что это может быть такой рыжий, да, мужчина именно. Другой король жезлов идет. Это зеленоглазые, ореховые глаза. Они идут, девочки, просто к вам по шестерке кубков, будут с вами пытаться знакомиться. То есть два мужчины идут для того, чтобы с вами познакомиться. Вы кому-то нравитесь. И причем я вам скажу, что вот тут отсюда веет, может быть, король жезлов и будет, скажем так, без высшего образования, да, но такой на все руки мастер, какой-то такой, может быть, даже и балабол в чем-то, темщик, но такой вот довольно-таки приятный
Очень разговорчивый. И король мечевой — это что-то мне идет, знаете, тоже врачебное, может, какой-нибудь санитар, может быть, врач, да. То есть, и они будут на вас вот так как-то с вожделением смотреть, пытаться даже познакомиться, заигрывать и все остальное. Что тебе еще ждет с этим летом? Паш мечей и сила. Вы выявите какого-то своего врага, наступите кому-то на хвост, и кто-то будет громко кавычать. Кавычать, девочки, это значит орать. Не хочется здесь говорить как кот, потому что котикам нельзя на хвосты наступать, да? Но это будет враг, который будет повержен. Паш мечей и сила вашего врага, какую-то тварь, паскуду, победит сила, которая будет рядом с вами. Причем она идет вам, опять же, как императрица по Луне. Это 11-й старший аркан силы. То есть вы даже ничего не надо будет делать. От вас, в принципе, ничего не требуется для того, чтобы ваш враг, короче, знаете, он скукожится, как у мужчин кукожится на холоде пипка. Понимаете? И вот так вот скукожится ваш враг. Вот представьте себе, да, как, как что-то кукожится, и это так и будет. Дальше. Туз мечей. Наступит на свои грабли, которые для вас расставлял. Иерофант. Это высшая сила накажет вашего какого-то врага. Ой, даже 13-й старший аркан смерти выпадает, да? То есть это будет вообще что-то, вообще какой-то крах. У вашей вражины будет крах, с чем я вас, в принципе, даже и заочно, девочки, поздравляю. Вам ничего, в принципе, не придется делать. Оно само, знаете, как-то образуется. Ну, как само, девочки? Не само. Высшие силы вашего врага накуколдят этим летом в самый неподходящий момент. Возможно, знаете, когда то оно соберется на какой-то отдых, либо соберется ликовать и выпьет лишнюю рюмашку, тут и начнется веселье. Ну что, давайте еще посмотрим, что тебя ждет этим летом еще. Королева мечей. Это уже, знаете, где-то в середине лета объявится какая-то одиночка, которая, знаете, это соперница может быть. Так что присмотрите за своими мужчинами, девочки, именно в середине лета, потому что может объявиться какая-то соперница. Если у вас нету этого мужчины, давайте смотрим выше немножко, нам выпадали мужчины, которые к вам не одиноки, да, и какая-то вот шпажка будет пытаться перейти вам дорожку. Смотрите, с кем вы идете на отдых, по клубам, отдыхать в рестораны или еще куда-то. Это может быть даже ваша подруга, которая не снесет вот этого какого-то интереса мужского, таких интересных, импозантных мужчин в вашу сторону. И она, девочки, вот смотрите, девятка мечей выпала с королевой мечей, она очень будет злиться, очень будет злиться. Знаете, из-за чего? Из-за императора, да, то есть это соперница по-любому, соперница именно в любовных отношениях. Поэтому, пожалуйста, к середине лета, девочки, какие бы у вас не были хорошие подруги, с которыми вы душа в душу, или просто знакомые какие-то девочки, будьте осторожны, потому что мы не все можем себя контролировать. Когда у нас ПМС или еще что-то, да, а рядом какой-нибудь здоровый, красивый, горячий там или еще что-нибудь, да, ну, не всегда можешь держать себя в узде. Поэтому, девочки, вы, может быть, большого зла не держите на этих соперниц, но не зло надо держать, а ухо востро. Поняли, девочки? От вас это будет требоваться этим летом. Что тебя еще ждет этим летом? Рыцарь Пентаклей и Колесница. Это может быть возвращение какого-то бывшего, который будет говорить, знаешь, выходи за меня замуж, да, то есть с какими-то предложениями к тебе приедет какой-то бывший. Либо это, девочки, моложе кто-то, да. Интересно, такой рыцарь Пентаклей и Колесница. Это может, девочки, быть мужчина такой, да, любитель ночных встреч, вечерних посиделок с откидыванием сиденья где-нибудь возле озера. Но вот этот рыцарь Пентаклей, вы можете и хотите в него влюбиться, но это будет темная лошадка такая, да. Если вот вы будете, кстати,
проводить эти летние знойные вечера. Обратите внимание, что все-таки тут, знаете, рыцарь Пентаклей с колесницей идет, да, это такой вот мужчина, в которого вы очень можете влюбиться и чуть ли не сделать ему предложение там в кустах, сама в машине, понимаете? Вы побрызгались от комаров, да, и уже такая смелая и храбрая. Но смотрите, девочки, будьте осторожны, потому что вот или это бывший идет тоже с каким-то предложением, там, типа руки и сердца, с возвращением, или ну вот он я. Понимаете? И что надо сделать в этой ситуации? Это на самом деле, знаете, тот, который топчется на месте. И вот таких вот мужчин, вот с ними, может быть, 2 недели позажигать можно, девочки, но не более того. То есть я бы его для серьезных отношений не рассматривала. Давайте еще посмотрим, что еще тебя ждет этим летом. Мир. Это если кто-то собирается переезжать, девочки, это классное время для переездов. Это покупка недвижимости у кого-то. Да, девочки, бывает и такое. Это покупка чего-то нового, автомобиля, недвижимости, дачки. Это покупка земли. Если вы собираетесь это делать, то смотрите, что это можно делать. Хорошая карта выпала для этих дел. Что тебе еще ждет этим летом интересного такого? Давай посмотрим. Так, десятка костей, влюбленные. Четверка костей. Девочки, у вас хорошее лето для денег выпадает, да? То есть вот то, что я вам, помните, вначале сказала, у вас такие карты выпадали, что люди старше вас будут хотеть вам с какими-то денежками с вами поделиться. Так вот, девочки, может быть, они и хотят с вами поделиться, но у вас немного, смотрите, будет такое, что именно вашего возраста, вон там соперница какая-то выпадала, да? И тут еще и вот когда у вас дела хорошие, вот денежки где-то начинают к вам течь, как говорится, тут сразу вылазит рыцарь мечей, который вместе с этими денежками к вам лезет. То есть это может быть еще и такой, либо такой, знаете, альфонсик какой-то, или, например, кто-то будет знать, что у вас появились денежки, будет просить в долг, не давайте, да. То есть вы храните свой денежный канал. К вам денежки идут, вы эти денежки не спускаете ни на кого, внимание, кроме себя. Только себе на отдых, на мартини, на вишенки, там на черешенки, на новые сарафанчики, все остальное. Но вот если у вас просят дать деньги кому-то на чьи-то другие нужды, да, вы не туалет, короче, вы не занимаетесь чьей-то нуждой, девочки, занимайтесь только своей нуждой, это я вам говорю. Ну, в принципе, знаете, такое интересное лето, много чего такого интересного ждет, приятные встречи и все остальное, кроме вот этих, знаете, те, которые, знаете, хотят поживиться за свой счет, то есть никому желательно не давайте деньги, как только вот, типа, о, слушай, может, у тебя, дай столько-то, да, ой, мне не хватает на отдых, может, ты мне должишь, короче, ничего никому не даем, да, только на себя любимых, на свои важные дела мы тратим. И обратите внимание, на соперницу какая-то возникнет, девочки, да, то есть следим за своими мужчинами. Вот такой вот первый вариант. Ну что, а сейчас мы будем второй смотреть вариант. Ну что, мы по нему постучали и смотрим, что тебя ждет этим летом 2026 года. Так, восьмерка мечей. Тебе предстоит, желательно, чтобы ты свои вот эти вот всякие дела закрывала уже сейчас. Потому что восьмерка мечей говорит о том, что будут давать о себе знать какие-то нерешенные твои дела, нерешенные проблемы и все остальное. И придется где-то вот сломя голову, как говорится, что-то быстро решать, что-то делать и все остальное, какие-то дедлайны и все такое, да. Также могут быть выяснения отношений с соседями, девочки, да. Я вам скажу так, законодательство будет на вашей стороне. Так что, когда вы собираетесь там, будете собираться выяснять с кем-то отношения, тычьте буквой закона, просто берете такую объемную букву,
закона, или, например, букву Х, такой большой Х, да, и, короче, по мордасам всем, кто будет к вам представлять. Король мечей, рыцарь мечей, боже ты мой. Короче, девочки, с вами этим летом будут пытаться делить. Это, скорее всего, похоже на какие-то разборки с соседями, там из-за земли, возможно, это вот межа, там, то еще, или твои яблоки на моей стороне, там, или еще что-то. Если вы живете в квартире, это могут быть стуки в стену, стуки в батарею, обратите внимание, да. Смотрите за своим полом, за своей дверью входной, все. Не вступайте в дрязги и выяснение отношений, потому что они будут хотеть, да, именно того, чтобы вы с кем-то выясняли отношения. Поэтому здесь, как говорится, вот закон, буква закона, она у нас, девочки, всегда книжечка с законом под рукой. Знаете где? В телефоне, в смартфоне, да. И как только с вами кто-то выясняет отношения, вы можете включить режим ИИ в Google Chrome, или там, сейчас же и всяких много, да, даже приложения есть, чат GPT, там, DeepSeek, все что угодно. И вот пока вам что-то где-то кто-то гавкнул, какая-то злая усатая овчарка, берете, девочки, гуглите и смотрите, что да как, чего, да, и с чувством собственного достоинства кидаете предъяву назад, понимаете? Потому что вот что-то такое, вот, выяснение будет. Но это, знаете, с чем именно связано? Вот именно с четверкой костей, с тузом жезлов. Но это будет как-то просто именно связано с деньгами, чтобы где-то вам вот где-то подкосить что-то. На работе будьте аккуратны, меньше, как говорится, трындите, держите язык за зубами, смотрите все двумя глазами, что где делается. Вот представьте, что вы этим летом Хюррем Султан. Да? Вот если вы смотрели «Великолепный век», что-то он мне сейчас попадается, короче, я даже, знаете, начала опять залипать, да, хотя его от начала до конца никогда не смотрела. Ну, короче, тут про что? Про вас, как Хюррем Султан. Типа вы должны, понимаете, вот это как в гареме, или как в курятнике, как говорит мой отец, в курятнике, как правило, как в курятнике, пихай ближнего, делай дело на нижнего. Вот такие вот дела. Так что вы к этому будьте готовы, девочки, что будут желать с вами где-то повыяснять отношения. Из-за денег, из-за каких-то благ. Давайте дальше посмотрим, что тебя еще ждет этим летом. Боже мой, а ты расцветешь, а ты ж расцветешь, понимаешь, и не скажешь, что ландыш и сирень, потому что весна-то заканчивается. Ты расцветешь, как папороть кветка. Папороть кветка, девочки, это на праздник Ивана Купалы, короче, все ее ищут. Вы к середине лета вообще красотка из красоток. Понимаете? Королева кубков это карта выздоровления. Если вы там чем-то страдали, вот все это куда-то уйдет. Королева кубков это очень здоровая, пышущая красотой, какой-то внутренней силой. Такое, знаете, внутреннее свечение какое-то от вас идет. Королева кубков очень нравится мужчинам, поэтому, девочки, если вы еще хотите с кем-то строить отношения, да, это лето, вот, кстати, вот, может даже вот это то, что тут идет, это, возможно, знаете, еще и зависть к вашей красоте. Вот, вот всякие полудохлые мухи захотят доколупаться до красотки, которая проходит, понимаете, на улице. Давайте еще посмотрим, что тебя ждет этим летом. Да, девочки, кого-то вы чмехнете. Повешены, пятерка мечей, двойка пентаклей. Я и императрица. Это, девочки, вот любите вы заниматься магией или не любите, да, я вам это настоятельно советую именно этим летом. В каждой неприятной ситуации, в каждой такой какой-то фигне, в которой вы окажетесь, да, на вашей стороне будет высшая сила, которая по щелчку, вот щелкни мне симбюль, симбюль.
Помните этот начальник гарема? Иди и сделай это то-то. Так вот, девочки, вы с помощью магии можете решать все свои дела, потому что она вас будет слушаться. Белая, черная, любая магия, что бы вы ни делали, она будет вас слушаться. И вот, знаете, даже если вы будете оттягивать, ай, мне лень, я не хочу или еще что-то, да, то все равно, девочки, у вас будет такой вот формироваться вокруг вас такой вот туманчик, да, который будет хотеть вот что-нибудь такое сотворить. Так вот, не бойтесь, творите. Вы к концу лета вообще станете императрицей. Если в начале, вот в середине лета вы такая, знаете, королева идете, королева кубковая, нежная, где-то ранимая, где-то вот доступная до вот этих вот негативщиков, да, то вот если вы будете заниматься магией, хоть какой, девочки, да, хоть свечи, жгите свечи, сжгите, девочки, свечи, благовония, все такое интересное, магическое, что вы можете сделать хотя бы по чуть-чуть, да, оно может у многих кого угомонить. Императрица побеждает повешенного. Смотрите, что вам выпало. Императрица и повешенный, девочки. И смотрите, и повешенный на вас пытается действовать, пятерку мечей принести, знаете, такой вред какой-то нанести. А смотрите, как вы становитесь императрицей. Очень легко. Двойка пентаклей по магии, понимаете? Станцуйте свой магический танец. Танцуйте его каждый день, котики. Давайте еще посмотрим, что интересного тебя ждет этим летом. Что интересного ждет? Обнуление, правосудие и Верховная Жрица. Ну все, девочки, это вот 100% они очень хотят, что карты и высшие силы хотят, чтобы дурак стал дураком после твоего правосудия, и Верховная Жрица выпала. Вот к концу лета, девочки, вы вообще будете с сильными, крепкими духом. И вот, кстати, вот эти карты, так как 3 старших аркана, я вам могу сказать, если кто-то с вас находится в каком-то в тревожном расстройстве, в депрессии, в апатии и все остальное, это все уйдет, мои дорогие, да. И оно будет вот прям постепенно уходить. Если июнь будет такой вот потяжелее, июль полегче, август еще лучше, вы научитесь жить жизнь по-новому, качественно, красиво, вот прям для себя любимой. Давайте еще посмотрим, что ждет еще тебя интересного этим летом. Дорожка, звезда, девочки, исполнение желания связано с какой-то дорожкой. Тоже, кстати, по карте мага. У вас вообще это лето очень магическое выпадает, очень магическое, поэтому не проходите мимо магии, девочки. Даже если вы ни разу никогда ничего не делали. Вот у меня куча видео всяких на этом канале, на втором, уже даже и на третьем. Куча всего такого интересного есть. Подписывайтесь, кстати. Болталки всякие интересные про магию. Я уже, кажется, уже, большую часть, например, того, чего я знаю, ну, почти нет, девочки, конечно, не все, но сказала. В общем, смотрите, маг и 17-й старший аркан звезды. У вас исполнится какое-то очень важное желание этим летом, которое связано в дороге. Оно исполнится в другой стране, в другом городе где-то, да. То есть желательно, чтобы вы побольше путешествовали. Не перекрывайте сами себе дороги, не перекрывайте себе свою мечту. 17-й старший аркан и маг. Еще и Верховная Жрица вам выпала, да. То есть вам, как говорится, вот когда это все будет, может быть, вы хотите еще спросить, да, а я вам скажу. Это, девочки, у меня, например, давно, ну, скажем, больше, чем полгода назад, даже вот в прошлом где-то вот в сентябре, в октябре, короче, мы там с одной девочкой обсуждали одни такие вещи. И, короче, мне все шла кукуруза да кукуруза, да, поля с кукурузой. И причем мне шло, и ей шло. И знаете, в чем прикол?
прикол в том, что у меня это, я уже вот сейчас на 100% знаю, что у меня сбывается это на кукурузе. И фишка в том, что вот у нее ничего не получалось, и вот недавно она мне тоже объявила, что у нее получается, да, но у нее это будет немножко раньше по срокам, и опять же в кукурузе, девочки, вот что интересно, да. Поэтому я вам скажу, что тут вот тоже связано, когда вот именно агро будет связано с агро. Вот когда, знаете, черешня будет, вишня будет, ягодки там всякие, да, на деревьях, на кустарниках, да, в кукуруза будет, да. Может, у кого-то это даже растянется. Ну, нет, до картошки не доходит, девочки, картошку позже копают, да. Но обратите внимание, что вот именно тогда, вот в золотое время, когда еще никто ничего не собирал, но оно еще все в полях, да, в садах, но вот уже, как говорится, можно это срывать все, да. Скажем так, до яблочного спаса, девочки, осуществится что-то у вас интересное такое, да, классное, о чем вы давно мечтали, о чем что вы жаждали давным-давно, да. Это такое вот облегчение большое идет для души. Какие-то камни вот с души вашей упадут. Вот вы, вот вода камень точит, так вот вы тоже точили камни, девочки, да, и как раз вы увидите результаты своих каких-то вот прошлых болей, за что вы переживали, чего боялись, да, все будет хорошо, все будет хорошо, оно так, знаете, по нарастающей идет вверх. И давайте еще немножко глянем, что еще интересного вас ждет этим летом. Король жезлов, суд. Ну вот, попытаются, конечно, вас расстроить, мои дорогие, да. И это вот эти именно из-за этих, из-за денег кто-то будет к вам лезть. Поэтому будьте хитры, будьте умны, подкованы, ничего не бойтесь. И если даже вам покажется этим летом, что вот на вас кто-то влияет или что-то вам не дается и все остальное, вам все воздастся, вам все дастся. Почему? Потому что на вашей стороне будут именно высшие силы. Очень много вам карт таких вот повыпадало, серьезных магических карт, понимаете? Луна, влюбленные, маг, верховная жрица, правосудие, да, дурак. Вы кого-то вот прям, знаете, испепелите. Вот, как говорится, инквизиция, летняя инквизиция ждет, девочки. Поэтому будет какая-то такая работа инквизиционная, да, и не всегда она будет доставлять вам супер такое удовольствие, но все будет иметь огромный, крутой результат ближе к концу лета. Поэтому, девочки, держимся, да, хвост трубой, выпрямились, красиво, голову. Так, знаете, всегда держите голову немножко выше, подбородок, да, чувствуете, где ваш подбородок, чтобы он был всегда так немножко приподнят, для того, чтобы вы смотрели на этот мир, знаете, как королева. Вот такие дела. Ну что, смотрим третий вариант. Что тебя ждет этим летом 2026? Какой прогноз на лето? Рыцарь жезлов. Я вам, девочки, скажу так. Это поездки, это деньги. Деньги, поездки, поездки, деньги. Вот это то, что вы будете делать, что будет вертеться. Не бойтесь работы этим летом. Даже если на улице стоит жара, все на пляжах, да, все в самолетах, на пляжах там и в поездах, и все куда-то поехали, а вам приходится там что-то работать, не переживайте за это, да, потому что это или такое, знаете, хорошее поддел карьерной лестницы вашей. Это, может быть, означает, что вы найдете новую работу. Это будет означать, знаете, хороший бизнес даже такой. Туз пентаклей, новое место. Новое место, новые деньги вас ожидают этим летом. Давайте еще посмотрим. Император. Рыцарь кубков. Благоволить вам будут судьба, высшие силы, начальство. Вам будут вот что-то, знаете, захотят вам поручить, чтобы вы кого-то выручили. Вот этим летом на вас будут надеяться, будут думать
Ну, а ты не могла бы выручить, да, чтобы вот кто-то почувствовал такое облегчение. И за это облегчение они готовы платить, платить монетой, платить правосудием, платить чем-то таким вот хорошим, да. Может быть, не прямо этим летом вам за это заплатят сторицей, да, или, сколько, например, может быть, это позже случится, но это очень хорошие карты идут. Поэтому, если кто-то этим летом очень будете вот так, знаете, много работать, это работа не волк в лес не убежит, да, если вы так не будете думать, то я вам скажу, что вот не будете опускать руки, будете заниматься своими делами, идти вот вперед, не предаваться лени какой-то, да, то вас ждут хорошие, очень большие результаты вашего труда, любого. Колесница — это повышение по должности. Колесо фортуны, ничего себе. Но вот этот расклад, он очень редкий, очень редкий. Чтобы колесница с колесом фортуны выпала в одном раскладе еще после правосудия, девочки, я даже не помню, когда такое было. Я примерно, знаете, помню все раскладки, как где какие карты идут, у кого чего, да. Но, девочки, такого не было очень давно. Так вот, это новая работа, либо повышение по службе, это новая стезя в твоей жизни. Это если ты, вот как говорится, не будешь опускать руки, будешь трудиться, будешь заниматься вот своими делами, работаешь ли ты на кого-то, либо сама на себя, неважно. Главное вот просто, знаете, вот динамично все время, вот так вот, двигаться вперед, понимаете? Вот как моторчик. И если у вас этот внутренний моторчик очень будет хорошо работать, очень много чего интересного и хорошего вас ждет. Причем это даже не сколько прям просто на лето, сколько вот это очень долгий результат. Очень долгий. Колесница, колесо фортуны и правосудие. Может, девочки, это у кого-то закончится вот черная полоса, о которой вы так думаете, что у вас там ничего не получается, там не то, да. Вот, кстати, обратите внимание, что это какая-то у вас такая серьезная активность идет, да, но ее и поддерживайте. Вот смотрите, лето — это такое время года, когда нам надо солнце всем. Возможно, девочки, здесь я вам еще предложу, а я реально предложу, попейте витамин D3. Именно D3, потому что даже если вы живете в какой-то солнечной стране и как будто бы вам солнца достаточно, дело в том, что витамин этот D3 может сам по себе плохо вырабатываться, да, в организме. Так вот, девочки, я вам скажу, я по себе заметила, что я, например, D3 и витамины группы В, если я пью, и так, знаете, даже больше немножко дозой, чем там типа положено по этим всем инструкциям и выпискам, я по себе замечаю, что я такая, бодрячок становлюсь конкретный. И вот для меня это было не то, что такое вот прям супер открытие, да, но я, например, это вот поиграла с дозами, и я для себя нашла такие, знаете, альтернативные пути получения такой энергии для того, чтобы мои мозги, как говорится, не усыхали. И у вас такие карты классные. О, еще и туз кубков идет. Кто-то из вас выйдет, девочки, замуж. Тройка кубков с тузом кубком, да, это какие-то празднества. Это вы, например, сойдетесь, будете вместе жить с кем-то. Либо это такие будут долгие перспективные отношения еще. То есть не бойтесь. Даже если вас кто-то останавливает, например, на вашем пути, вот вы никогда не слушаете тех людей, которые вас останавливают. Говорят, ой, у тебя там не получится, или ой, ну не знаю, или ты там гребаный там ТикТок или Ютуб ведешь, ой, фигня, это все там, типа, не позорься или еще что-то. Позорьтесь, девочки, не бойтесь, ведите свои соцсети. Каждый день думайте, например, что вам такого интересного выкладывать. Пишите эти вот что вам сделать сегодня, да, 1, 2, 3, 4, 5. Завтра что сделать 1, 2, 3, 4, 5 и там 10 пунктов. И как только сделаете, вводите в кружочек. Подтягивайте себя, подтягивайте его, чтобы у вас был план такой. Не кидайте его, потому что у вас такие классные карты, хорошие. Вот прямо не знаете, как хорошие. Как будто... У меня такое ощущение, что я сейчас как никогда вот ела зеленки одни, а тут нашла
огромную поляну белых грибов, да, и думаю: ой, ой, как классно, сейчас я тут вот нарежу. И вот у вас такое идет, огромная поляна, солнце. Но это я говорила про D3, и не зря, девочки. Потому что, смотрите, будет ли какая-то такая стагнация? Будет. Умеренность выпала, да, и девятка мечей. Это говорит о том, что у вас именно психика будет пытаться тормозить вас. То есть такое, знаете, будет иногда плаксивая, ну не только иногда, а может даже и часто, плаксивость какая-то, да. То есть вы будете вот эмпаты, то есть вы посмотрите какое-нибудь видео там или еще что-то, у вас покатятся крупные слезы, у кого-то мелкие, да. Ну, короче, это говорит о том, что не совсем психика, скажем так, у вас этим летом будет стабильна. То есть вам, это не страх какой-то на вас, а вот именно психика ваша. То есть вы такая, знаете, девушка-девушка, такая мур-мур-мур, такой котик, которого нельзя обижать. Да? И фишка в том, что вот это такое вот трогательное состояние, которое вы можете путать с какой-то такой апатией, депрессией, или чем, не путайте, потому что это проходящее. Для этого вам понадобятся витамины группы В, э, этот витамин D3, кому-то, девочки, магний, да, и все, вперед, как говорится. Не бойтесь этого ничего, вот этих слезок, плаксивости какой-то. Давайте еще посмотрим, что тебе ждет этим летом. Еще такого интересного. На тебя будут пытаться колдовать. Это будут, девочки, знаете, это идет какая-то завистница. Она идет где-то в июле месяце, да. То есть в июле она что-то такое увидит и понимаете, что-то она увидит у вас, чего у нее не было, либо она не ожидала, что у вас это будет, понимаете? И такая вот зависть идет. Будет ли она на вас колдовать? Да, девочки, десятка пентаклей выпадает. Это тайные, беспутные, грязные, вонючие мысли, какой-то бабищи усохшие, понимаете? На вас что-нибудь сделать. А я даже скажу, как она будет выглядеть. Она худая, возможно, выше вас ростом, скорее всего, даже. Ну, такая, знаете, потому я говорю усохшая, потому что тут такая идет усохшая. И смотрите, идет, чему она завидует? Десяточка кубков и звезда. То есть она не ожидала, что у вас это есть. У вас, а у нее нету, да? Или вот, ну, короче, это реально зависть идет, и такая зависть в шоке, понимаете, идет. И что она будет хотеть от вас пытаться? Мгм. Нет, ну то, что она будет пытаться колдовать, да. И это будет связано как-то с мужчинами, с детьми, с наследством, с вашими новыми приобретениями всякими, понимаете? Даже если у вас откроется какой-то дар, и она это заметит, вот смотрите, вы идете, потом вы что-нибудь сказанете, и вдруг, как говорится, сразу сбудется, да, и она увидит, у нее будут шары по 5 копеек, да, и вот эта зависть сразу, надо мне надо, понимаете? Вот такая вот тварина попадется. Давайте еще глянем, что еще тебя ждет этим летом. Да, девочки, будьте осторожны. Десятка мечей по дьяволу. Ну, смотрите, будет атака, и вы эту атаку можете почувствовать. Я вам скажу, как вы ее почувствуете. Вот то, что я вам сказала про слезы, да, вот это вот такое нестабильное какое-то состояние. И вот то горько, то сладко, то весело, то грустно. И вот, короче, не подпускайте к себе завистливых баб. Вот просто не подпускайте, да, потому что и не радуйтесь. Счастье любит тишину, да, то есть не говорите про свои какие-то достижения каким-то худым женщинам. Вот слово худой, девочки, оно имеет два значения. Еще старинное значение худой, недобрый. Худой человек, и там, знаете, как в заговорах говорится, да, и доброму, и худому. Так вот, девочки, вот тут вот что-то такое идет. Удастся ли ей что-то сделать? Нет, но нервы может потрепать, потому что между десятками двумя выпал дьявол. То есть то, что она на вас делает, десятку, да, вот это подножка, такое предательство, нож в спину, по дьяволу, и
проходит десятки э, до десятки костей. Что это значит, девочки, да? Что? Дело в том, что если она вас обидит, крупно заденет, да, вот что-нибудь такое случится, то ждите за это придет денежное восполнение. То есть вас потом на том же уровне порадуют деньгами, да, даже если вас кто-то обидит. У меня, кстати, это очень частая вещь, когда, например, если кто-то меня обидит, я просто иногда даже, знаете, радуюсь, о, думаю, мне как раз денег не хватало, да. Хоба, мне в ближайшие 3 дня после того, как меня там задели, обидели, приходят денежки, и я думаю, все понятно, все понятно, все, понимаете? И тут высшая сила на вашей стороне, и вот эта ваша вражина как-то отгребет, но она отгребет именно по дьяволу, точнее от дьявола, то есть не именно бумеранг это будет, да, сколько это будет именно такое, знаете, отгребание от дьявола. Ну, вот такой вот расклад, это то, что самое главное. Но мы еще, девочки, на каждый месяц будем раскладывать, да. Короче, все равно посмотрим, что да как там потом. Вот такой вот, мои дорогие, был третий вариант. Ну, а сейчас четвертый. Туки-туки, привет. Четвертый вариант, привет. Ну что, девочки, смотрим. Так, а у нас очень много неожиданностей ждет вас летом, причем любовных встреч, я вам скажу так. Так, либо вас будет любить больше ваш муж, другие люди какие-то будут вас любить, либо это много каких-то интересных знакомств. Кстати, знаете, как я повлияла на одну женщину, да. Вот, и когда я говорю, вот я, когда вам по Таро даже или без Таро там рассказываю, как там что жить, на что обращать внимание, что делать и как, да, и вы слушаетесь. Так вот, вот одна женщина, она уже давно такая вот, практически 60 лет, ну, почти. Короче, она меня слушается. И что вы думаете, девочки, да? И она такая, и Фома неверующая, с одной стороны, немного, да? И в то же время к ней сейчас прилипают мужчины по 3 штуки в день. Понимаете? 60 лет. Я говорю, и она смеется, и я смеюсь, его говорю, ты как клеишь дедов этих, и вот это надо как-то уметь. Так она говорит, да они сами ко мне лезут. То маршрутки по плечу похлопает, начинает что-то рассказывать, то еще где-то на улице кто-то подойдет, короче, лезут и лезут, понимаете? Дело в том, что у вас, я к чему про этих дедов говорю, да, к вам будут липнуть деды. И не только деды, девочки, не пугайтесь, будут и молодые тоже липнуть к вам. И смотрите, они будут перегораживать вам дорожки ваши, да. А, кстати, у вас не деды идут, у вас молодежь идет такая. Вы будете фыркать, конечно, вам не особо будет это нравиться, да. Но, короче, готовьтесь, девочки, на вас будут обращать внимание очень много мужчин. Причем, знаете, практически школьников. Короче, очень много молодых, даже намного моложе вас. И если вам 23, девочки, то я не знаю, завидовать или нет, но 11-классники и 9-классники, например, ваши тоже. Короче, если вы постарше, то имейте в виду, что вот как-то, знаете, с вами будут пытаться вот заговорить, а что ты думаешь, а что ты, где ты, чего ты, трали-вали, ла-ла-ла, тополя, много знакомств, поэтому будьте благожелательны, держитесь с достоинством в общении с другими людьми, готовьтесь, девочки. Можете даже выучить какое-то четверостишье. Кстати, когда хотела показать вот какую-то свою эрудицию в другой стране, я помню, в Италии, я даже, девочки, выучила, хотя я очень плохо владела итальянским языком, сейчас я тоже им плохо владею, еще, но, короче, тогда тоже плохо. И, короче, и что вы думаете? Я на итальянском выучила отрывок из оперы, там одной какой-то известной оперы, выучила какой-то, ну, не четверостишь, там было больше, восьмистрочное стишье, да, и, короче, блеснула, девочки, да, до конца я не рассказала, но, типа, вот что-то я помню такое, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и это, знаешь, промолчали,
Но они подумали: "Нифига себе, она еще и эти вот классическую оперу знает где-то какую-то наизусть". Я думаю: "Ха, да т хо-хо-хо, хо-хо". Так что, девочки, смотрите, обратите внимание, что если вы сверкнете где-то своей эрудицией, интеллектом, какими-то интересностями, хобби своими, да, увлечениями, какие они бы ни были, это пойдет вам очень сильно на пользу. Если вы будете удивлять людей, с которыми вы знакомитесь, даже со своих близких кого-то, да, это все пойдет на большую пользу вам, потому что у вас будет сбыча мечт. 17-й старший аркан звезды выпал. Понимаете? Он выпал, который приходит с неожиданностями там, откуда не ждали. А почему? Башня, в каком-то доме влюбленные. Господи. Короче, девочки, будете творить вы дела. Я вам скажу так, где-то у вас в июле, в августе немножко поедет кукушка. Но в хорошем плане. Ну, как в хорошем? Ну, таком вы будете творить. Может, это гормоны как-то у вас будут играть или что. Но вы, короче, будете творить дела. Только, пожалуйста, не влезайте в отношения с женатиками, да, потому что девочки-женатики, они сначала хороши, как-то прикольно, потом не знаешь, куда их деть, этих женатиков. Но у вас выпали влюбленные, и выпала башня, и выпал 17-й старший аркан звезды, девочки, да. Ну что, у вас либо какие-то очень серьезные отношения начнутся, да, либо вот какая-то ваша мечта, но она как-то связана с 6-м старшим арканом и с 16-м старшим арканом. 6, 16. 6, 16. Если вы понимаете, о чем я. 616, девочки. Короче, ладно, это для тех, кто разбирается в черной магии, да? Но если кто-то не разбирается, я вам это и трактую. Ну что, давайте еще глянем. Что вас еще ждет этим летом? Что вас еще ждет интересного этим летом? Императрицу. Короче, девочки, вам предложат какую-то поездку, едьте в эту поездку. Императрица с дорожкой, где она превращается в верховную жрицу и королева кубков. Едьте, девочки, вас какой-то мужчина, короче, изголодавшийся по любви. Ну, желательно, чтобы это был не женатик, девочки, да. Но если, например, вы хотите таких отношений, главное, чтобы потом нам где-нибудь не настучали по новой свежей ринопластике, да. То есть будьте осторожны, потому что королева кубков — это вы, такая тигрица, Мадонна, и дурак со своими любовными чувствами к вам, да. То есть это будет какой-то роман, какие-то такие интересные отношения на грани фола. То есть, смотрите, не перейдите какую-нибудь красную линию, там, где подвешены маленькие колокольчики, чтобы это не была ночь, и это не был соседний участок, куда вы полезли за черешней со своим возлюбленным, понимаете? К охотнику, к медвежатнику. Будьте осторожны. Ну вот что-то интересное вас ждет ближе вот под конец лета, да? То есть во второй половине лета, август, да? То есть тут вот будет вас носить любовь. Понимаете, ты знаешь, мама, он не такой, как все, он не такой другой. Девочки, если вы будете петь эту песню, пожалуйста, оценивайте ситуацию, да, или попросите своих друзей, знакомых помочь вам оценить эту ситуацию, если вы поплыли вниз по реке. Ну, или же заходите к нам на огонек. Мы с вами эти все темы разберем на картах. И давайте еще тоже немножечко посмотрим, что тебя ждет этим летом еще. Смотри, туз кубков. Ну все, девочки, любовная любовь какая-то вас ждет. Ох, вы будете трепать нервы. Ох, вы будете трепать нервы. Причем и женщинам, и мужчинам. Многие не будут понимать, что вы хотите, что от вас ожидать. Еще, кстати, это может обозначать, что вы в каких-то своих импульсах, в импульсивных страстях вы можете приобрести
кота очередного, возможно, да, может собачку, может попугайчика, но может это у вас паш Пентаклей выпадает ваш новый фамильяр. Обратите внимание, что к концу лета у вас может жить новая живность дома. Это может быть кто угодно, начиная от крыски, заканчивая мужем. Ну все, мои дорогие, вот такой вот был у нас расклад. Я надеюсь, он вам понравился. Немножко он у нас сегодня веселый был. Все, котики мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.